Недавно я перезаливал в ТикТок отрывки из своего последнего видео про жизнь деревни. Перезалил тот самый фрагмент, где я говорю, что ЖВД изначально создавали как универсальную отмазку для всех, кто требовал Аризоны нормального РП. И знаете, что меня поразило? Комментарии под этим видео как под копирку. РП никому не нужно, РП никому не надо. Снова и снова, десятки раз. Тут я задумался, ведь эта риторика не нова. Ее твердят уже много лет, причем совершенно разные люди. Это же те, с кем я в целом согласен по многим вопросам, вдруг выдают РП никому не надо. Если честно, давным-давно нужно было закрыть этот проект, и вот еще одно доказательство, то что РП не существует. И чем больше я об этом думаю, тем сильнее сомневаюсь, а правда ли это? Действительно ли ролевая игра никому не интересна? Или причина в чем-то другом, например, в том, как нам ее преподносят, и кто и зачем культивирует этот миф? Почему большинство так уверено в том, что РП это пережиток прошлого, который никому не нужен? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, история мультиплеера знает множество примеров, когда РП-проекты собирали и собирают стабильную аудиторию. Сегодня это Gambit, Trinity, New York Times и другие. Раньше это были Primal, Samp RP, Advance и, может быть, даже Diamond. Люди проводили там часы, отыгрывая жизни своих персонажей. Конечно, это было очень давно, и лично я этот период не застал, но, судя по словам тех людей, которые тогда играли, и по множеству материалов со стрел, банд и мафии на ютубе, это было действительно увлекательно и легендарно. Да, теперь эти проекты либо не в лучшем состоянии, либо закрыли совсем, но стали они таковыми не из-за того, что игроки забили на РП, а из-за того, что разрабы в принципе забили на проекты. Тем не менее, сам факт их существования и популярности доказывает, спрос на ролевую был и остается. Во-вторых, психология человека не меняется. Нам нужны истории, общение, возможность примерять на себя другую роль. Это базовая творческая потребность, которую удовлетворяет театр, кино, книги и, да, ролевые игры. Пока люди будут людьми, РП будет нужно. Просто оно может принимать разные формы. Но почему же тогда в массовом сегменте Сампа доминируют проекты вроде Аризоны, где про РП почти забыли? Ответ прост. Многолетняя пропаганда анти-РП, которая ведет как раз таки Аризона и ее ютуберы. Посмотрите любой ролик любого РЗ-блогера, там только фарм, способы заработка и вообще более подробно про современный Самп YouTube мы говорили в этом видео, так что если вам интересно, то посмотрите. А если в видео таких блогеров мелькает слово РП, то в контексте скукотища для задротов. Они сознательно на протяжении многих лет создавали культуру, где ролевая игра высмеивается как симулятор тыкания по клавиатуре. Они очень давно воспитывают ньюген как мартышек, чей геймплей завязан лишь на фарме вертов. Это не случайность, а системная работа, ведь проще продать зрителю динамичную нарезку сбора ресов на разных работах, чем объяснить ему, почему интересно просто стоять на районе, играть худ и общаться от лица персонажа с такими же персонажами, у которых есть свой характер. Но я уже предвижу этот аргумент, мол, РП-контент никому не интересен. Ребят, просто давайте передадим привет таким ютуберам, как Friday, Джонни, Старый Хик, Старый Геррера и многим другим ютуберам, которые снимали и до сих пор снимают РП-контент в Сампе на ютубе. Просто на современной сцене этот жанр системно не продвигают, потому что крупные каналы завязаны на рекламе Аризоны, они сидят у нее на кормушке, и им выгодно поддерживать миф, что РП это скучно. Вершина этой политики, по моему мнению, проект «Жизнь деревни», и тут все мы дружно должны пойти смотреть мое прошлое видео. После того, как я его выпустил в моем ТГ-канале, я выдвинул такую теорию, что если ЖВД с самого начала создавался как заведомо неиграбельный проект с недружелюбным геймплеем, то есть не по ошибке, а совершенно сознательно, чтобы те самые игроки, которые годами требовали от Аризоны настоящего РП, наконец получили свой РП-проект, зашли туда, увидели абсурдные механики, душные ограничения, полное отсутствие хотя бы чего-то интересного, разочаровались раз и навсегда, чтобы они вынесли оттуда четкое убеждение о том, что РП это скучно, неудобно, душно и вообще не мое. И больше никогда не доебали разрабов и руководителей своими претензиями. А потом руководители РЗ просто могут развести руками и сказать: ну, мы же пытались сделать уютненький РП-проектик, но людям это не надо. Это гениальная по циничности прививка от ролевой игры. И судя по тому, что сегодня аудитория Аризоны уже не ждет от нее ничего, кроме фарма и обновлений с Роблоксом, эта прививка сработала.
Давайте будем честны, даже если убрать конспирологию о злом умысле вечно плохой Аризоны, то на самом деле создать идеальный РП-проект в Сампе сегодня достаточно сложно. Большинство игроков действительно приходят погонять на тачках и пофармить. Им нужны быстрые цифры на счету, возможность самоутвердиться. И это нормально, массовый рынок всегда ориентирован на простые развлечения, но из этого не следует, что РП не нужно вообще. Просто у него другая аудитория, более вдумчивая. Не сказать, что более взрослая, потому что вы на том же Гамбите можете встретить достаточно школьников, но все-таки они готовы тратить время не на фарм, а на создание РП-ситуаций и историй. Да, такие игроки есть, их, конечно, не тысячи, но они есть. И для них в теории можно сделать проект не на 1000 онлайна, а на 100-150 человек, которые реально хотят играть вместе с живыми полицейскими, которые реально патрулируют улицы и штрафуют нарушителей, а не с вот этой хутней, с мягкими дебафами вместо мгновенной смерти от жажды, с экономикой, где выгоднее общаться, чем бегать на работах по маркерам. Такой проект способен прожить годы и стать легендой в узких кругах, но, будем честны, он никогда не победит Аризону по популярности, потому что рассчитан на другую аудиторию. И тут кто-то скажет, 100 онлайна, это же смешно, вот у Аризоны 1000. Но, ребят, считать крутость проекта только по цифрам — это глупая подмена понятий. Вы путаете количество с качеством. 1000 случайных прохожих, которым плевать друг на друга, и сотня преданных фанатов, для которых конкретно этот проект стал вторым домом, это две разные вселенные. Цифры показывают лишь популярность, но не глубину, не атмосферу, не то, насколько проект попадает в душу. Человек, который тычет этими цифрами в лицо, либо не понимает, что маленькое сообщество может быть в 100 раз уютнее огромной толпы, либо просто не уверен в себе и ищет подтверждение, что его выбор правилен, раз его сделали многие. Ну, либо же он сидит на зарплате у Аризоны и ищет лишний повод восхвалить свою кормушку. И итог здесь на самом деле мега простой. РП в Сампе нужно, просто не всем. Это как опера или авторское кино. У этого всегда будет своя, не самая массовая, но преданная аудитория. Проблема лишь в том, что другую, более массовую аудиторию годами убеждали в обратном. Аризона и ее ютуберы создали целую индустрию по дискредитации ролевой игры. Фарм круто, тачки круто, аксы круто, тачки с аксами еще круче. А РП это скучно и вообще для задротов. И когда зритель с самого начала впитывает эту картину мира, он действительно начинает верить, что РП никому не нужно. Особенно после того, как специально созданный для этого проект доказывает ему, да, РП это действительно унылое говно. Вот только дело тут не в РП. Дело в том, кто и зачем его обмазал говном. РП нужно, просто его существование невыгодно тем, кто зарабатывает на фарме как в реальности, так и в игре. И пока вы спорите в комментах, нужен ли РП или нет, они продолжают штамповать контент, который убеждает вас, что настоящая крутость — это цифры в банке и на счетчике онлайна, а РП-ситуация и эмоции от них или задротов, заходящих не в игру, а в клавагонки. Выбор, конечно, как всегда за вами, только теперь вы знаете, кто и зачем пытается за вас этот выбор сделать. Что же случилось опять?